Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик шарового крана с электроприводом. Сравнительно недавно появилась эта моделька. Она идет на 220 вольт, а диаметр резьбы шарового крана она может быть разного в зависимости от заказа. Ссылочки в описании я оставлю на разные диаметры. Данная модель у меня идет на 3/4, то есть это у нас DN20 с резьбой 3/4. Электропривод идет на 220 вольт. Вот такие у нас 3 провода для подключения. Корпус здесь полностью герметичный, и он заклеен. То есть вот этот привод, он не разборной. То есть, можно, в принципе, если там расковырять, разломать, но он не развинчивается, никаких шурупов нет, просто посажена крышка на клей. Отсоединяется привод от крана очень просто. Здесь вот такой рычажок есть. Мы его поворачиваем на 90 градусов, и кран у нас вынимается. То есть можно его накрутить сначала, чтобы вот этот набалдашник не мешал, а потом уже после того, как вы собрали всю систему, то вы просто устанавливаете привод. Вот так он вставляется, и поворачивается рычажок, и он зажимает. Здесь такие ушки есть, которые прижимаются, и привод не выпадает. Подключается очень просто. 3 провода здесь. Синий это у нас 0. То есть мы подаем фазу 0, синий 0. И когда мы фазу подаем на желтый провод, у нас кран открывается. Когда фазу переключаем на зеленый провод, у нас кран закрывается. Схема тут есть, но тут на китайском написано, непонятно что куда. У нас голубой, можно запомнить, что это 0, а это 2 фазы. Один закрывает провод, другой открывает. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. Здесь у нас стоит моторчик на 220 вольт вместе с редуктором. Вот такая вот моделька, то есть разобрать некак, показать. Я нашел в интернете картинку, можете посмотреть, как выглядит. То есть оно идет в сборе. И также концевички, которые отключают электродвигатель, когда уже кран занял какое-то положение крайнее, либо открытое, либо закрытое. Для примера я покажу, как подключается, например, дистанционный выключатель радиореле. Это модель на 220 вольт, как раз у нас кран питается на 220 вольт. И реле у нас радио, оно тоже идет на 220 вольт. Я здесь перемычку перепаял, чтобы фаза сразу шла на реле. И покажу, как его подключить. Что нам еще понадобится? Провод в розетку, который включается. И как раз я продемонстрирую. Вот у нас вот это будет 0. Вместе их соединим. То есть на кран у нас 0 постоянно подается, так же как и на вот это реле. Вот этот контакт у нас 0. То есть можно дистанционно будет управлять шаровым краном. В принципе, можно вместо дистанционного выключателя подключать какой-нибудь таймер, чтобы по времени включался-выключался. Можно также подключать автоматику, которая там защищает от протечек. То есть, если сработает какой-то датчик, у нас кран закроется. Вы смотрите, чтобы эти защиты были тоже, управляли краном 220 вольт. Потому что бывают низковольтные. Так, 0 мы подключили. Сюда мы подключаем фазу. Теперь нам осталось подключить фазы. Одна фаза на открытие, другая на закрытие. Желтый мы подключаем к нормально закрытому контакту. То есть у нас при выключенном реле кран будет в закрытом положении. А при включении реле, когда мы нажимаем А, реле включится, кран у нас будет открываться. Так, вот так мы эти все контакты затягиваем. Готово. На центральный контакт нам нужно фазу подавать. То есть я здесь сделал перемычку. Вот идет дорожка, и я ее запаял. То есть фаза у нас подается на центральный контакт сразу по дорожке. Если дорожку перемычку не запаивать, то нам нужно просто проводом кинуть сюда, чтобы на реле у нас подавалась фаза на центральный контакт. Она у меня уже подается. И теперь подключаем питание. Я провод включаю в розетку. Загорелся индикатор питания. То есть у нас питание идет на кран. И кран начал закрываться, потому что в нормальном положении он будет у нас нормально закрыт. То есть вот он закрылся у нас.
И теперь мы открываем с помощью дистанционного выключателя. Нажимаем А, это у нас включить реле. И кран у нас будет открываться. Вот идет открытие. Полное открытие занимает у нас 15 секунд примерно. То есть открытие-закрытие 15 секунд. Вот он у нас открылся. И теперь, чтобы его закрыть, нажимаем B. Реле отключается, и кран у нас закрывается. Также где-то 15 секунд у нас займет на это время. И в принципе все. Вот так работает данная система. Если кран понравился, можете заказать по ссылке в описании. Там любого диаметра можно выбрать. Релюшку вот такую дистанционную тоже ссылочку оставлю. То есть вдруг кому-то нужно будет сделать дистанционное управление краном, то также можно по ссылке в описании заказать. Очень удобно, например, если вам нужно закрывать в подвале кран, перекрывать там часто, то можно вот такое дистанционное управление сделать, и чтобы в подвал не лазить, просто пультом у нас открывать и закрывать. Вот в принципе и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.